моем понимании, Россия, как и мир, как весь развитый мир, ведущие развивающиеся страны, проходит где-то с 2008 года, у кого-то 2007, через такой длинный структурный кризис, напоминающий по характеру, не по характеристикам, а по значению, кризисы 30-х и 70-х годов. Кризисы, из которых мир и развитые страны выходили с новой технологической базой, с новыми геоэкономическими, геополитическими балансами, с новыми доминирующими валютами, с новым экономическим мейнстримом, с новыми принципами регулирования или дерегулирования. Да. И в этом смысле взгляд в будущее – это скорее вот уже нащупывание контуров посткризисного мира. Вот если в 8, 9, 10 годах мы все еще очень плохо понимали характер этого кризиса, тенденции его развития, контуры будущего мира, вот сейчас мы это, скажем так, понимаем лучше. Важный вопрос, который мы будем обсуждать, это действительно роль, скажем, китайской экономики или emerging economies. Я бы уже говорил не о БРИКС, а Китай и Индия с точки зрения драйверов экономического роста. Опять же, с началом этого кризиса сперва, если вы помните, была теория декаплинг. То есть вот это будет кризис развитого, а то и только англосаксонского мира, а развивающий станет драйвером. Потом стало понятно, что развивающийся тоже не будет драйвером, что кризис скорее несколько опаздывающий, перекидывающийся с развитой части мира, когда он начинает выходить в развивающийся. Ну, можно спорить, вот точно так же, как можно спорить, насколько ужасная ситуация в России, точно так же можно спорить, еще более смешно спорить, сколь ужасная ситуация в Китае. Вот как я недавно прочел оценку, впервые с 1981 года Китай будет расти, вырасти меньше, чем, на 7 или меньше, чем на 7%. Ну, только забывая, что вот эти 7% в этом году несопоставимы с 14% в начале 80-х годов с точки зрения вклада в глобальный рост. С этой точки зрения, 7% роста в Китае – это кризис. По сравнении с 12%, наверное, да. В сравнении с 1,9 в Европе, наверное, нет. В сравнении с, примерно, 3% глобальным, наверное, нет. То есть вот это, но вопрос о роли китайской экономики, он очень значим. Он значим и с точки зрения действительно возможности играть китайская экономика и индийская роли локомотива. Это важно с точки зрения перспектив юаня как глобальной валюты. Вот я уже упомянул предыдущие кризисы. Вот из кризиса 30-х годов мир вышел с одной глобальной валютой, доллар сменил фунт. Из кризиса 70-х годов мир вышел фактически с двумя глобальными валютами, доллар и евро. Сперва Deutsche Mark, которая была трансформирована в евро. Вот что такое, скажем, валютные конфигурации после этого глобального кризиса? Это доллар, евро, юань. Или нет. Это отчасти зависит от действий китайских денежных властей. Будет ли юань полностью конвертируемой валютой. То есть будет, но когда. Это, какова будет роль, вот очень интересный вопрос, региональных резервных валют. То есть будут ли региональные резервные валюты играть большую роль, чем они играли в предыдущие 50 лет. Для нас интересный вопрос, скажем, роль рубля, перспектива рубля как региональной резервной валюты в рамках вот этого евразийского экономического пространства и так далее. Понятно, что валюта, привязанная к сырьевой экономике, имеет свои сложности с точки зрения выполнения функций резервной валюты. Но, опять же, при ответственной политике денежных властей это тоже вполне возможно. Вот, собственно, основные контуры, которые должны обсуждаться. В этой связи, применительно конкретно к России, основной вопрос – это вопрос запуска новой модели экономического роста. О новой модели экономического роста говорят все, только не ленивые, его видят в разном. Но есть такое очень простое подтверждение важности формирования этой новой модели. Вот обратите внимание, что экономика довольно быстро росла до 2009 года, в 2009 она упала, в 2012 она восстановилась до уровня 2008 года, после чего без всяких санкций, без всякого падения цен на нефть она начала быстро тормозить. Просто это еще одно подтверждение того, что российское торможение имеет прежде всего структурную природу, а не проблемы, связанные с внешними шоками или санкциями, хотя они, конечно, сильно обостряют ситуацию. Поэтому
основной вопрос экономической дискуссии российских экспертов и на форуме, это при всей важности там любимых дискуссий, достигла экономика дна или нет, и какая будет цена на нефть, настоящий вопрос – это условия запуска нового механизма роста.